это? Он прыгнул с крыши на лошадь! Но это же божественно, ну посмотри! Видел. И что? Ничего, просто видел. Пошли, там сегодня квартет, там все будут, там энергия! Давай без меня. Ты вообще живой? Да, наверное. О-хо-хо, вот это да! Ты видел, как он влетел? Видел. Слушай, он говорит, что дофамин — это когда кошка... ну ты понял, смешно же. Ты уснул? Нет, не уснул. Ты не хочешь? Или ты не можешь? Или тебе просто на меня плевать? Я не знаю. Ты не знаешь! Ты вообще ничего не знаешь! Где ты? Если я крикну, мне кто-то ответит? Или это тоже не работает? Говорят, что плюс-минус каждые 9 минут среднестатистический человек разблокирует экран мобильного телефона. В течение суток это простое автоматическое движение повторяется около 150 раз. На первый взгляд перед нами обычная бытовая привычка, секундное желание проверить рабочую почту, прочитать новость или ответить на сообщение в мессенджере. В действительности мы наблюдаем непрерывный ежесуточный цикл добровольной отдачи внимания, который фундаментально перестраивает мужскую биологию, систему мотивации и способность к принятию решений. Чтобы понять, как работает эта ловушка, необходимо вернуться к эволюционным истокам нашей нервной системы. Дофамин часто ошибочно называют гормоном удовольствия или удовлетворения. Это биологическое заблуждение. Настоящее удовольствие мозг испытывает от выброса других веществ, эндорфинов и серотонина, когда цель уже достигнута. Дофамин же отвечает за совершенно другой процесс. Он выделяется в момент предвкушения и поиска. Это гормон биологического напряжения, который заставлял человека в условиях дикой природы преодолевать сопротивление среды. В древнем мире ресурсы были ограничены и распределены крайне неравномерно. Чтобы найти питьевую воду, добыть пищу или встретить женщину, мужчине требовалось совершить тяжелое физическое усилие, сопряженное со смертельным риском. Дофамин служил внутренним топливом. Он выделялся тогда, когда мозг видел слабый сигнал о возможном успехе, след зверя на земле или шум воды в отдалении. Гормон создавал необходимую тягу, заставляя терпеть холод, голод и усталость ради гипотетической награды. В этой системе существовало жесткое эволюционное правило. Между импульсом и получением ресурса всегда лежало огромное физическое сопротивление среды, так называемое трение. За последние годы эта отлаженная миллионами лет система оказалась полностью взломана. Разработчики современных цифровых платформ и социальных медиа обнаружили, что человеческий мозг крайне уязвим к так называемому вариативному поощрению. Это принцип работы игровых автоматов. Когда награда выдается не каждый раз, а случайным образом, мозг начинает выделять колоссальное количество дофамина в ожидании выигрыша. Уведомления на экране телефона, новый ролик в ленте или лайк под фотографией работают именно по этой схеме. Ты никогда не знаешь заранее, что именно увидишь после следующего движения пальцем – важную новость или пустой мем. Эта неопределенность заставляет дофаминовую систему работать на пределе возможностей. Главная проблема заключается в том, что современная индустрия развлечений полностью убрала физическое трение между импульсом и наградой. Больше не нужно идти на охоту, строить дом или совершать сложные социальные действия. Достаточно сделать одно микродвижение по сенсорному стеклу, чтобы получить моментальный выброс гормона. Мозг — это биологически ленивая машина, оптимизирующая затраты энергии. Он мгновенно выстраивает новые приоритеты. С точки зрения выживания, глупо тратить ресурсы на изнурительную тренировку в зале, запуск бизнеса, учебу или построение карьеры, когда ту же дозу дофаминовой стимуляции можно получить за секунды, лежа на диване с включенным экраном. Кстати, этот выпуск и все следующие будут залиты в Telegram в аудиоформате. Кому удобно слушать просто фоном в дороге, забирайте. Там же регулярно выкладывается куча разных годных материалов и анонсы, которых здесь не будет. QR на экране, а ссылка под видео. Защищаясь от постоянного избыточного раздражения, нервная система запускает компенсаторные механизмы. В нейробиологии этот процесс называется даунрегуляцией рецепторов. Подобно тому, как ухо адаптируется к слишком громкому звуку, снижая чувствительность барабанной перепонки, мозг уменьшает количество и плотность активных D2 дофаминовых рецепторов в полосатом теле. Это физическая адаптация к токсичной стимуляции. Когда этот процесс завершается, мужчина сталкивается с состоянием, которое в быту называют отсутствием силы воли, ленью или депрессией. Физиологически это выглядит иначе. Дофамин продолжает выделяться, но ему больше не с чем связываться в структурах мозга. Приемники отключены.
В результате возникает глубокая когнитивная апатия. Долгосрочные цели, требующие реальных усилий и дисциплины, перестают вызывать какой-либо внутренний отклик. Мужчина понимает умом, что нужно тренироваться, работать или развиваться, но на уровне биохимии у него заблокирован доступ к энергии. Происходит выгорание механизма желаний. Этот процесс не является случайным побочным эффектом прогресса. Перед нами основа современной экономики внимания. Внимание мужчины стало главным сырьевым ресурсом цифровой эпохи. Алгоритмы оптимизированы не для того, чтобы сделать тебя умнее или продуктивнее, а для того, чтобы удерживать твой взгляд на экране как можно дольше. Каждый раз, когда ты отвлекаешься от реальной жизни и погружаешься в скроллинг, рекламные сети конвертируют твою биологическую зависимость в реальную прибыль. Твоя рассеянность, апатия и неспособность доводить дела до конца — это фундамент, на котором строятся миллиардные капитализации технологических гигантов. Ты отдаешь свой эволюционный потенциал в обмен на быстрое мерцание пикселей на экране. Влияние дофаминового дефицита не ограничивается одной лишь потерей мотивации. Оно напрямую разрушает твои когнитивные способности, постепенно превращая умного и собранного мужчину в рассеянного исполнителя чужих задач. Чтобы понять, как именно это происходит, нужно обратиться к концепции остаточного внимания, которую подробно исследовала Софи Леруа в Миннесотском университете. Большинство людей уверены, что способны к многозадачности. Мужчина думает, что может быстро проверить рабочую группу в мессенджере, пролистать пару сообщений и сразу вернуться к сложному отчету или проектированию без потери качества. Нейробиология доказывает обратное. Наш мозг физически не умеет выполнять две сложные когнитивные задачи одновременно. Он просто быстро переключается между ними. И на этом стыке переключения возникает опасный эффект. Исследование Софи Леруа показало, что при переходе от задачи А к задаче Б твое внимание не стирается мгновенно. Часть когнитивного ресурса остается заблокированной предыдущим процессом. Мозг продолжает фоново обрабатывать недочитанное сообщение, непросмотренный ролик или спор в комментариях. Этот остаточный след забивает твою рабочую память. Когда ты возвращаешься к основному делу, в твоем распоряжении остается лишь часть операционных ресурсов мозга. Если ты проверяешь телефон каждые 10 или 15 минут, твое внимание находится в состоянии перманентного раскола. Ты никогда не работаешь на полную мощность. Текст, который ты читаешь, воспринимается поверхностно. Проблемы, которые ты решаешь, находят лишь самые простые, банальные решения. Со временем это состояние фрагментации внимания становится нормой, формируя синдром хронического умственного тумана. Ты чувствуешь постоянную усталость к середине дня, хотя не занимался тяжелым физическим трудом. Твой мозг просто истощил свои запасы энергии на бесконечные циклы переключения внимания и обработку остаточного шума. Но у этой проблемы есть гораздо более глубокий, социальный и статусный слой. Способность к длительной концентрации внимания перестала быть просто полезным рабочим навыком. В современном мире она становится главным иерархическим фильтром, разделяющим мужчин на две касты. Первая каста — это потребители алгоритмического контента. Это мужчины, чье внимание полностью захвачено, оцифровано и монетизировано сторонними платформами. Из-за выжженных дофаминовых рецепторов и разрушенной способности к фокусу они больше не могут усваивать сложные знания, читать тяжелые книги или долго работать над одной целью. Они не способны создавать системы. Их удел — выполнять простую фрагментарную работу, алгоритмизированную кем-то другим, и тратить заработанное на дешевые мгновенные удовольствия. Это новый цифровой пролетариат, лишенный амбиций и контроля над собственной жизнью. Вторая каста — это создатели систем. Это мужчины, которые сохранили способность удерживать глубокий фокус внимания часами. Они могут погружаться в сложные задачи, изучать научные дисциплины, выстраивать бизнесы и принимать тяжелые решения в условиях неопределенности. Они контролируют свое внимание, а значит контролируют свое состояние и свои ресурсы. Именно эти мужчины будут забирать себе ключевые позиции в иерархии, уважение и влияние, в то время как большинство будет послушно скроллить ленту новостей. Потеря способности к фокусу — это добровольный отказ от конкурентоспособности. Когда ты отвлекаешься на очередное уведомление, ты не просто теряешь 5 секунд времени, ты делаешь шаг в сторону первой касты. Ты позволяешь алгоритмам делать тебя мягким, рассеянным и предсказуемым. Попытка победить многомиллиардные алгоритмы социальных платформ на одном лишь упрямстве — это заведомо проигрышная стратегия. Сила воли человека является крайне ограниченным ресурсом нашей психики, и она быстро истощается в борьбе с системами, которые проектировали лучшие умы мира для удержания твоего взгляда. Чтобы вернуть контроль, не нужно искать дополнительную мотивацию или уповать на временные дофаминовые детоксы. Необходимо физически перестроить среду, в которой ты находишься каждый день.
Мозг устроен так, что он всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Если твой телефон лежит на рабочем столе в поле зрения, ты неизбежно разблокируешь его в момент первой же когнитивной сложности, когда задача потребует умственного напряжения. Это автоматическое действие, которое мозг совершает до того, как ты успеешь его осознать. Единственный способ разорвать эту петлю — вернуть в свои действия физическое сопротивление, то самое трение, которое алгоритмы так старательно пытались уничтожить. Когда телефон находится в другой комнате, а для проверки сообщений тебе требуется встать из-за стола, пройти через коридор и вручную ввести сложный пароль, мозг начинает лениться совершать эти действия. Снижение доступности стимула автоматически снижает количество импульсивных проверок почти в половину. Ты освобождаешь префронтальную кору от постоянной фоновой борьбы с искушением. Этот принцип защиты внимания должен определять и то, как начинается твое утро. Префронтальная кора восстанавливается после сна постепенно, и первый час после пробуждения задает гормональный фон на весь оставшийся день. Привычка брать телефон в руки сразу после открытия глаз перегружает дофаминовые рецепторы легкими стимулами еще до того, как ты успел окончательно проснуться. Мозг привыкает к высокому уровню фонового раздражения, и любая последующая работа, требующая усилий, в течение дня будет казаться невыносимо скучной и тяжелой. Отказ от экрана в первый час после сна — это не просто гигиеническое правило, а способ сохранить когнитивную емкость. Это время должно принадлежать физической активности, планированию или чтению, когда мозг плавно входит в рабочий ритм без внешнего допинга. Точно так же строится и сам рабочий процесс. Вместо попыток удерживать концентрацию в течение всего дня, имеет смысл разделить его на короткие изолированные циклы глубокой работы. Полуторачасовой отрезок времени, проведенный в полном информационном вакууме, дает больше результатов, чем 12 часов работы в режиме постоянного отвлечения на мессенджеры и почту. Во время этого цикла внешнего мира для тебя не существует. Ты сфокусирован только на одном процессе, позволяя мозгу войти в состояние потока и набрать рабочую инерцию. После завершения цикла необходим перерыв, но он должен быть физическим, а не цифровым. Прогулка, растяжка или просто отдых для глаз в тишине. Это дает дофаминовой системе возможность перезагрузиться и подготовиться к следующему когнитивному усилию. В конечном итоге возвращение контроля над своим вниманием — это не набор технических лайфхаков, а фундаментальный выбор жизненной стратегии. Легкие удовольствия, постоянный скроллинг и комфорт — это скрытые диверсанты, которые делают мужчину мягким, рассеянным и предсказуемым для системы. Умение сознательно ограничивать себя, отсекать лишний информационный шум и удерживать фокус на долгосрочных целях — это стоическая позиция. Ты сам решаешь, куда направлять свой когнитивный ресурс, а не отдаешь его алгоритмам по первому сигналу уведомления. Каждый раз, когда ты преодолеваешь импульс проверить экран, ты забираешь у системы право управлять твоей жизнью и возвращаешь его себе. Однако масштаб этой борьбы простирается гораздо глубже когнитивной сферы. Внимание и мотивация — лишь верхний слой проблемы. На глубинном уровне бесконечная цифровая стимуляция деформирует эндокринную систему, запуская каскад гормональных изменений, разрушающих мужскую физиологию. Человеческий организм спроектирован как единая биохимическая цепь, где нервная и гормональная системы работают в непрерывном диалоге. Когда дофаминовая система находится в состоянии хронического перегрева от быстрых цифровых стимулов, мозг считывает этот постоянный информационный шум как сигнал фоновой тревоги. Для нашей древней биологии резкие звуки, частые уведомления и непредсказуемая смена визуальных образов в ленте — это индикаторы внешней угрозы, признак того, что среда обитания стала опасной. В ответ на эту мнимую угрозу надпочечники начинают непрерывно вырабатывать кортизол, гормон стресса. В эволюционной иерархии кортизол играет роль мобилизатора ресурсов. Он готовит тело к физическому выживанию в моменте, отключая долгосрочные биологические программы. Но в условиях современного города этот процесс становится хроническим. Постоянный высокий уровень кортизола вступает в прямой конфликт с главным мужским гормоном – тестостероном. Кортизол и тестостерон являются жесткими биологическими антагонистами. Повышенная концентрация гормона стресса блокирует активность клеток Лейдига в яичках, подавляя синтез тестостерона на химическом уровне. Организм мужчины, проводящего часы за экраном смартфона, функционирует в режиме перманентного гормонального угнетения. Это запускает обратную физиологическую перестройку. Снижается мышечный тонус, замедляется восстановление тканей, начинает накапливаться висцеральный жир, а здоровая мужская решимость и драйв сменяются вялостью и тревожностью. Возникает замкнутый гормональный круг. Цифровая зависимость повышает стресс, стресс подавляет тестостерон, а дефицит тестостерона лишает мужчину энергии для реальных действий, заставляя его снова искать убежище в легком дофамине. Этот гормональный спад является идеальной питательной средой для экономики платформ.
Алгоритмы удержания внимания, управляющие современными социальными сетями, давно вышли за рамки простого подбора интересного контента. Сегодня это сложные прогностические системы, которые анализируют поведенческие паттерны пользователя с точностью до секунды. Они способны распознавать периоды твоего наивысшего биологического утомления, вычисляя моменты рабочего выгорания или вечерней усталости по скорости прокрутки ленты и времени задержки взгляда. Именно в эти фазы уязвимости алгоритм наносит точечный удар, предлагая самый эмоциональный, провокационный или сексуально окрашенный контент. Разработчики прекрасно знают, что уставшая префронтальная кора, истощенная дневной работой и высоким уровнем кортизола, не способна к волевому контролю. Система обходит твои психологические защиты, напрямую обращаясь к древнему лимбическому мозгу. Твое утомление конвертируется в экранное время, а экранное время — в капитализацию платформ. Это чистый цифровой паразитизм. Корпорации извлекают коммерческую выгоду из твоей физиологической слабости, выкачивая жизненный потенциал в обмен на рекламные показы. Победить в этом системном противостоянии требует не просто отказа от телефона, а перехода к фундаментальной философии трения. Это концепция сознательного усложнения доступа к дешевым удовольствиям, возвращающая в жизнь необходимый баланс сопротивления. Все, что современная индустрия сделала бесшовным и легким, должно быть искусственно усложнено. В восточной военной философии этот путь преодоления дискомфорта был основой воинского духа. Легендарный самурай Миямото Мусаси в своем трактате о 5 кольцах описывал стратегию победы через абсолютную дисциплину и сознательный отказ от комфорта. Мусаси спал на жестком полу, избегал излишеств и сознательно подвергал себя испытаниям, чтобы его разум оставался кристально чистым и сфокусированным в бою. Его главное жизненное правило — не делать ничего бесполезного, приобретает фундаментальное значение сегодня. В мире, где бесполезное конструируется миллионами инженеров для твоего удержания, следование этому принципу становится актом самообороны. Жизнь на сопротивлении — это практика возвращения осознанного усилия во все сферы повседневности. Вместо беспрепятственного получения быстрых гормональных наград мужчина должен сознательно выбирать действия, требующие преодоления. Контролируемый физический стресс, силовые тренировки, работа со свободными весами или холодная вода работает как естественный регулятор гормональной системы. В отличие от быстрого цифрового дофамина, который оставляет после себя пустоту и спад, дофамин от преодоления физического сопротивления поднимается медленно и удерживает стабильно высокий уровень энергии в течение нескольких часов, восстанавливая чувствительность рецепторов. В конечном итоге перед каждым мужчиной стоит простой выбор. Либо ты продолжаешь оставаться пассивным объектом оптимизации алгоритмов, позволяя расходовать свой биологический и интеллектуальный ресурс в интересах технологических корпораций, либо ты берешь под контроль собственную среду обитания. Никакой внешней помощи в этой борьбе не будет. Система построена так, чтобы удерживать тебя в состоянии послушного, слабого и постоянно потребляющего существа. Единственный выход из этой ловушки — принять вызов и сделать осознанный выбор в пользу пути трения. Стоическое ограничение, жесткая дисциплина внимания и готовность переносить скуку — это не ограничения, а единственные инструменты обретения подлинной мужской свободы. Отложи телефон. Верни себе контроль над собственной жизнью.